Ручной пылесос, который имеет мощность всасывания 15 тысяч паскалей, 3 насадки, хорошая сборка, 2 режима уборки, объемный пылесборник, удобная эргономика, легкие материалы, привлекательный дизайн и самое главное — это низкая цена. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к ручному пылесосу под названием Sotion Vacuum Cleaner DX700. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем распаковывать и обозревать пылесос, мини-рекламу которого вы видели в начале, потому что я люблю так делать, когда мы с вами сначала читаем рекламу, надеемся на какую-нибудь штуку, а потом эта штука показывает нам свое истинное лицо. Очень часто это истинное лицо не хуже, потому что, опять же, никто никогда не заинтересован, ну, кто-то заинтересован, чтобы сделать кайф, искать устройства, которые будут убогими, а кто-то нет. Вот эта вот штука, она легкая. Я скажу еще, что она довольно выгодная для покупки, потому что Дерма иногда делает довольно неплохие вещи. И самое главное, что мало того, что они неплохие, они очень часто стоят мало. Это один из таких случаев. Если эта штука работает, это уже хорошо. Пластик, ну вы видите сами по себе, что это разводики такие, пусть не фонтанные, 2 сменные насадки, все довольно колхозно разложено с одной стороны, с другой стороны вроде бы все дошло без замечаний. И вот буквально 5 минут назад я распаковывал подобный пылесос, но премиум класса, и там, конечно, все было ух. Здесь эконом-класс с одной стороны, с другой стороны все те же самые железки. И нет, пластик не пахнет. Ну, разводы небольшие, ну окей. Все всегда танцует от ценника, правильно? Так же, как со смартфоном или с телефоном. Телефон звонит, и хорошо, дальше уже смотрим материалы, функционал, долговечность. Ну и норм. Можно снимать какие-нибудь космические войны, механический переключатель. Но еще раз повторяюсь, главное, чтобы это дело работало, потому что функционал у него основной — помогать вам в уборке. Многим для теста, то есть, допустим, буду ли я пользоваться в принципе ручным таким пылесосом вертикальным или переносным, или вот в данном случае он не переносной, а просто ручной пылесос, достаточно приобрести сначала такую модель, а потом уже что-то серьезнее. Либо остаться на ней, если ее будет достаточно, и вы поймете, что либо ее достаточно, либо вы не планируете дальше апаться. Все, если разобрал и собрал, это уже полдела сделано, уже значит не полный ужас. Следующий момент, смотрим, как эта пушка собирается. Барабанная дробь сюда я запихаю или нет его? Понять, в какую дырку и что запихивать, да? Вроде вот так это и должно выглядеть. История, как говорится, умалчивает, как это все будет выглядеть и работать. Низ, скорее всего, имеет... Ничего он не имеет, низ вот такой просто. Просто он всасывает. Я бы здесь какую-нибудь насадочку бы сделал. Ну вот так. Здесь у нас просто металлическая штуковина. Здесь просто 2 ролика. И получается 2 насадки. Крепление. Ручка. Точнее, больше это даже ручка. И инструкция. В принципе, все, что необходимо для уборки. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Напоминаю, что я разыгрываю iPhone 14, помимо этого OnePlus Nord N20 SE, да и еще всего чего бывает, смотрим описание. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к пылесосу. Полетели. Комплект скромный, как и ценник. 3 насадки, труба и основная часть. Дизайн пылесоса привлекательный, а вот качество материалов не лучшее, но и не худшее. Основные части самого пылесоса выполнены из пластика, сборка отличная. Вес его в ручном режиме 1 кг 550 граммов, а в вертикальном 2 кг 200 граммов. Он довольно легкий и в целом даже удобный. Габариты 288 на 1123 на 260 мм. На ручке расположили переключатель для включения или выключения устройства. Рукоятка удобная и рука во время уборки не устает. Кабель с евровилкой несъемный, его
длина 4,5 метра, чего достаточно для уборки помещений в 50 квадратных метров. Но приходится все равно пару раз перекидывать с одной розетки на другую. Разумеется, все зависит от помещения. Минус только в том, что провод негде зафиксировать после уборки на самом пылесосе. Далее, никакого дисплея нет, что очевидно. Пылесборник емкостью 800 мл небольшой, но его в целом на квартиру хватает. Разумеется, он разборный, с HEPA-фильтром, и промывать его довольно просто. Летим дальше. Xiaomi Derma Suction Vacuum Cleaner DX700 имеет мощность всасывания 15 тысяч паскалей, вид уборки сухая, работает, как вы поняли, он уже от сети. Потребляемая мощность 600 Вт, его можно использовать как для вертикальной уборки, так и отсоединив удлинительную трубу для уборки мебели или труднодоступных мест. Перейдем же к тестам. Не сказал бы, что он тихий. Собирается пылесос легко, без лишних усилий. Основная насадка неплохая, но хотелось бы, чтобы она имела мягкие щетинки или что-то вроде того. Но хорошо, что она имеет отличную проходимость из-за своих небольших габаритов. В сложно доступных местах данным пылесосом можно пылесосить без проблем. Насадка с узким отверстием для всасывания удобная. Кресло, детские стулы, все подобное для нее не помеха. А вот последняя насадка, как по мне, просто для вида, так как она состоит из двух частей, которые постоянно отсоединяются во время уборки. И это делает данную насадку бесполезной. Если говорить о работе пылесоса, то в прикроватной зоне он убирает хорошо. Пыль, шерсть, более крупные частицы грязи и так далее всасывает великолепно. К примеру, крупу, Несквик, кошачьи наполнители и все подобное. С ковровым ворсом в 4 см он справляется хорошо. Мощности хватает однозначно. В целом, работой данного пылесоса я доволен, хотя изначально думал, что за его цену что-то достойного ожидать вообще не стоит. Минус — это нет места под кабель, слегка громковатый, некоторым, может быть, не понравится, как он внешне выглядит. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она вас и правда реально приятно удивит. Тем более с доставкой из России. Резюмирую, Xiaomi Derma Suction Vacuum Cleaner DX700 однозначно хороший выбор, как для бюджетного ручного пылесоса. За время использования каких-то значительных минусов я не обнаружил, так что всю задачу он выполняет хорошо. Всем, кто оставил любой комментарий под любым из роликов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Положительных отзывов у данной модели, к слову, достаточно много. Советую его, если вам нужен бюджетный и мощный ручной пылесос. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.